Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова, и находимся мы в Турции, город Силивке. Те, кто на канале впервые, 2 года назад мы переехали в Турцию, жили 1,5 года в Газипаше, сейчас полгода живем в Силивке. Муж работает на станции, ну а я с 3 детьми наслаждаюсь Турцией, показываю здесь жизнь нашу свою. И сейчас поедем в магазин. Сначала я заеду за семитиками, а потом в шок, потому что за эти 2 года очень сильно поменялась жизнь Турции в плане финансовом, потому что все очень сильно подорожало. Наверное, некоторые продукты подорожали раз в 10. Вот. И сегодня посмотрим в магазине сетевом, называется «Шок». Все продукты, сколько стоят. Погнали. Перемещаюсь я всегда вот на транспорте, электровелосипеде. Сейчас вас установлю, немножко посмотрите улочки города Силивке. Сегодня, как всегда, жарко. Детей в садик отвела. И обычно на завтрак всегда покупаю семиты и свежий хлеб. Силивке находится в 8 километрах от моря, а точнее от пляжа Ташуджу. У нас на канале есть обзор пляжа Ташуджу, потом есть еще здесь Атакент. Вот, можете проходить, смотреть другие ролики. И вот он, этот магазин, где продают семиты. Мераба. Так, ну что, я прибыла в магазин. И давайте сходу посмотрим по ценам. Так, смотрите, печеньки 500 грамм, 55 лир. Что тут еще? Хлеб. Вот такая вот буханка разрезанная, 31 лира стоит. Есть 350 грамм поменьше, 22 лиры стоит. А для бутербродов и бургеров, для бутербродов вот по 36 есть, 280 грамм, 400 грамм по 34 есть. Потом для бургеров 59. Вот такие вот для бургеров 34. Хлеб 10 лир, но я вот только что купила хлебушек, тоже 10 лир, свежий. Сколько у вас сейчас стоит хлеб, напишите. Далее, вот такие вот приколюшки всякие к чаю. 42. Вот такая вот брауни. 29, 26, 28, 9 лир. Все это к чаю. 19 лир, 17 лир. Вот такие вот цены. Вот такие поштучно. По 6 лир. Короче, соломки вот такие вот. С кунжутом по 5,75. Пишет, что акция сейчас проходит. Так, эта сторона все. Теперь по эту сторону обычно всегда выставлены всякие вот шурум-бурум, короче. Там банки, склянки, простыни какие-то там, даже вот для дивана 129 лир. Вот такие вот. Но видите, ценников вообще практически нету. Даже на банке не могу сказать, сколько стоит. Что это? Типа термоса. Короче, цен нету здесь. И видите, какой бардак. Ну, видать, вот так вот за целый день смотрят люди. Вот такой бардак происходит. И поэтому они только-только начинают, короче, все это приводить в порядок. Кстати, для моря вот такие вот есть. Недорогие, кстати. Потому что мы в прошлый раз покупали, не помню, 200 лир, что ли, было.
Можно, в принципе, взять 2, потому что у нас они постоянно рвутся. Вот. Тут телевизор даже есть. Вот смотрите, сколько интересно диагональ. 50 написано. Большой телевизор, 10 тысяч лир. Телеки, кстати, часто вот вижу в таких сетевых магазинах. И они, похоже, недорогие, потому что покупают турки. Прям вот при мне даже сразу один мужчина говорит: у вас телевизор остался, типа. Но мы тоже, когда покупали электровелосипед, мы тоже заметили. Мы сначала купили в частном магазинчике, а потом заметили, что в сетевом магазине электровелосипеды по акции бывают вообще такие хорошие скидки. Так, вода 1,5 19 лир. Вот знаю, что вот такие вот маленькие бутылочки по 2,5, по 2 лиры бывают. Бывает дорогая вода, 10 лир где-то за бутылку. 5-литровка Сака 30 лир. 10 литров воды 49 лир. Так, ну здесь вкусняшки, сладости. Вот такие покупаем печеньки мы. Тут по 4 штуки такие вот. Отдельные упаковки внутри. 244 грамма, 4 штуки. 29 лир стоят. А вот, в общем, то же самое шоколадное. Дальше что? Кармен. Вот такие вот шоколадки с печеньками. 44 лиры, 32 лиры, 39. Что еще? Бывают вот акции хорошие. Вот эти печеньки я люблю, но они здесь дорогие. 49 лир. Представляете, да? Вот. Тут опять-таки печеньки, шоколадки. Вот. Есть за 29 лир. Здесь 3 пайлашмак. 7 лир. Вот такие вот. 15 лир. Вот такие вот печеньки. Помню, они по что-то там 6-8 лир были еще недавно только. Короче, цены растут. Печеньки Улькер. Мы раньше вот покупали постоянно. Сейчас перестали что-то брать. 800 грамм 54 лиры. Вот как бы этот выгодно взять большую упаковку. Если так брать по отдельности, 175 грамм 19 лир. 14 лир вижу. Вот. Шоколадки. Конфетки. Вот такие вот 250 грамм 45 лир. Что еще показать вам? Батончики по 10 40 грамм. 50 грамм 14 лир. 8 лир. Вот такие вот. Вот батончики всякие за 6 лир есть. Вот такие вот. Вот этот батончик, кстати, он в цене хорошо держится, не растет. И конфеты тоже этой же фирмы дороже не становятся. Так, чипсы. Лейс тут у нас по 35 лир. С печи тоже 35 лир, 96 грамм. Всякие доритосы, такосы 34 лиры. Обычный классический лейс 35 лир, 107 грамм. В общем, смотрите, стулья продают и столы. Это обычно в сад, там, я не знаю, на балкон ставят. Стол такой небольшой для чая, как бы. Турки обычно так всегда делают. 129 лир и 599 лир. Есть за 449 лир. Вот. Есть за 249 лир. Вот эту штуку у меня сын любит. Бывает, что по акции по 36 лир роллокат. Мы его покупаем 50 лир. Вкусная вещь. Когда я помню, приехала только сюда, я помню, люди выходили чай пить, и вечно у них роллокат был. Я еще тогда не понимала, думаю, что интересно вкусного в этом. А сейчас мы сами привыкли, постоянно его покупаем. Сын очень любит. Короче, спрайт
330 миллилитров 25 лир. Фанта 2,5 литра 50 лир. Я тут что заметила, чем больше, короче, объем покупаете, тем дешевле, выгоднее. Ну, он, в принципе, везде так. Вот, но потом я люблю Швепс. Очень мне нравится мандариновый. 45 лир. Что еще? Кола литр 35 лир. Фанта в жестяной 30 лир. Red Bull здесь 55 лир. Ice Tea 16. Липтон тоже чай 42 лиры. 2 литра. Вот есть такие вот газированные напитки со вкусом, с лимоном. 6 штук маленьких бутылочек по 200 миллилитров, 33 лиры. Без вкуса 31 лира. Там 6 штук. Вот. Дальше идем. Буду показывать все сегодня. Сок мы всегда покупаем вот такой, стопроцентный. Литр 34. 40, 38, 40 лир, 38. Но соки здесь очень вкусные. И вот этот вот стопроцентный действительно без консервантов. Мы стараемся всегда покупать без консервантов. Вот. Такие соки чуть подешевле, 29 лир. Дальше идем. Тут опять-таки читосы по 17 лир, 80 грамм. Маленькие 3 штуки, 12 лир. Вот. Попкорн 100 грамм, 19 лир. Чипсы, семечки. 400 грамм семечек больших, 56 лир. Есть орешки. Мы, кстати, очень любим орешки покупать. Фисташки 150 грамм, 84 лиры. Это фундук 150 грамм, 69 лир. Миндаль 150 грамм, 69 лир. Что это? Смотрите. Кажу написано. Хотя это кешью. Кешью непонятно, сколько стоит. Здесь вот смесь 150 грамм, 59 лир. Что это? Так, это тыквенные семечки. 200 грамм, 52 лиры. Потом вот эти вот орешки. Не эти. Сейчас покажу. Вот эти. Вообще не понимаю. Они невкусные настолько. Ну, кто их покупает? 37 лир, кстати. Вот. И есть такое, короче. Если вы хотите, чтобы не казартылмыш, то есть не обжаренные были, то ищите, короче, чи, чтобы было написано. Вот. Чик. Ну, вот это вот Г не читается. Это как мягкая Г. Ну, то есть без произношения, можно сказать. То есть читается так, чи. Вот. Это, короче, значит, не... Ну, короче, поняли меня. Вот. А остальное все всегда пишут казартылмыш или кавралтылмыш, как они там пишут, сейчас найду. Вот. Каврулмуш вообще-то. Каврулмуш. И это, короче, обжаренные, значит. Дальше. Семечки по 37 лир, 56, 30 семечки есть. Короче, молока очень здесь много. Всегда выбор большой. Есть лактосус, безлактозные. Есть 1,5%, есть 3%. Поэтому цены вот 3,1% литр, 29 лир стоит. Литр молока, 3,1%. Вот есть, смотрите, короче, 1%, что ли, получается, 23 лиры. Цены, короче, разные на молоко. Еще в холодильнике бывает молоко. Вот есть вот ярым-яглы, ну, полторашка, короче, 28. 1,5%, 28 лир. Есть вот такие детские со вкусами по 9 лир. Что
что тут дальше идет? Продают пудинги 210 грамм, 13 лир. Потом вот овсянка, это вот это. Вот это вот овсянка, мягкая овсянка, а которая пожестче, это вот это. И стоимость 42 лиры. А еще есть 35,90. Короче, мягкая 35,90, жесткая 42 лиры. Жесткая, кстати, по граммовке больше, 500 грамм, а здесь 350 грамм. Поэтому как бы цена такая. И хлопья всякие. Хлопья я здесь, кстати, люблю. Мы часто кушаем. Сегодня тоже хлопья кушали. 400 грамм 114 лир хлопья вот продают. 650 грамм 114 лир. На Несквик бывает акция. Я последний раз покупала за 100 лир килограммовый Несквик. Большой. Вот. В А101. У нас здесь сетевые. Это Шок и А101. Вот. Два магазинчика, в котором мы постоянно отовариваемся. Вот. Ну и зачем-то конкретным ездим обычно либо в Мигрос, либо в Каррефур. Яйца 30 штук 82 лиры, 15 штук 49 лир. Кстати, яйца в Каррефуре 65 лир стоят, и они крупные. Вот, поэтому мы туда ездим за яйцами. И за рыбкой мы в Каррефур ездим. Так, рыбка, кстати, сейчас 165 лир стоит. Хорошая, если это сибас. Вот, если это, сибас это леврек. Если это лосось, типа красной рыбы, то где-то 200 лир. Короче, смотрите, цельная курица 99. Нет, цельная курица не 99. 99 это багет. Короче, ножки. Ножки называется багет, 99 лир за килограмм. А курица здесь не написано. Она обычно 72 лиры. За цельную курицу 72 лиры. Вот. Короче, смотрите, пирзола, да, что такое пирзола? Пирзола это, короче, на кости мясо, 159 лир. Бонфиле, вот это филе, короче, за килограмм 195 лир стоит. Что еще? Игара, это вот такие вот крылышки, даже вот, нет, так, крылышки, получается, 210 лир стоит за килограмм. Вот. Кстати, вот пирзола. Что ли? Да. Так, это вот пирзола, вот. Смотрите. В общем, черное мясо. Стоит 159 лир. А есть еще вот такое вот игара. То есть пирзола это, короче, с костью вместе, но очищают от кости. А есть, короче, просто на кости, без костей. Мясо, которое на кости. Оно стоит 229 лир. Чисто филе, короче, филейная часть у кости. Вот, печень стоит 65 лир. Эти грибочки, обычно мы всегда их покупаем. Мантар называется на турецком, 39 лир, друзья. Вот. И 400 грамм фарша, но мы обычно здесь не стараемся покупать, он не такой вкусный. 179 лир. 400 грамм говяжьего фарша, 179 лир, друзья. Также здесь есть яйца перепелиные, 12 штук, 32 лиры. Вот такие вот. Дальше давайте по холодильнику пройдемся. Картошка фри. Самая, короче, дешевая картошка фри это в Шоке. Килограмм стоит 55. В Каррефуре вы уже за такую цену не найдете. Там от 100 лир. Вот. Что еще? Короче, вот эта вот заморозка вся, нам она не интересна, мы ее не покупаем. Потому что кукурузу можно купить, что горох можно купить свежий. Вот такие гамбургеры я всегда сама делаю. И вот эту рыбу мы всегда покупали в Газипаше. Помню, стоила 50 лир. Сейчас она стоит намного дороже. Что-то в районе
100 с чем-то, короче. 150, вот даже есть 190 есть, короче. Ну, в общем, подорожало. Подорожание реально очень сильное. И мы стараемся сейчас только покупать свежую, потому что по цене намного выгоднее получается даже. Вот. Не знаю, кто сейчас покупает это. Есть коридосы, это креветки. Коридосы тоже здесь можно купить. И, между прочим, недорого. У нас уже коридосы, креветки большие, да, крупные, в Газипаше стоили 400 лир за килограмм. А здесь еще пока 200, маленькие, побольше 300. Вот на рыбном рынке. Мы ездили на рыбный рынок тоже. У меня есть на канале, можете проходить, смотреть. Стаканчики одноразовые. Короче, вот это вот не буду, наверное, показывать, да? Есть замороженная пицца. Ни разу не пробовала, не знаю. Многие берут, покупают. Она, кстати, 99, вот вижу, лир стоит. Есть за 179 лир пицца супер фреш. Вот. Мы такими тоже не увлекаемся, потому что я все сама готовлю. Вот. Покупаю обычно всегда вот такие шпажки. Сколько? 13 лир стоит. Фарш, короче, мариную и делаю люляшки на гриле. Обалденно. За 10 минут делается. Мне очень нравится. Вот. Поэтому как бы вот такое вот замороженное я ничего не покупаю. Малинку, кстати, вот можно купить. Иногда бывает она по акции. Ну, сделать малиновое варенье, если хочется. Но иногда бывает и здесь можно встретить малиновое варенье, друзья. Не понимаю, вот даже семиты замораживают. Кто покупает замороженные семиты, если они на каждом углу свежие продаются? В шоке. Я никогда не любила фрукты покупать. Единственное, что мы покупали здесь дыню, иногда редко-метко. Но яблочки, если свежие, то тоже можно купить. В пятницу будет продуктовый рынок, и я, наверное, поеду и уже про фрукты отдельно вам покажу. Там как бы цены расскажу. И сейчас еще, кстати, появился манго. И мы уже покупали манго, очень вкусное. Дети очень любят, оказывается, манго. Но мы брали в Каррефуре. Я на рынок давно уже не ходила. Просто скажу, да, самое такое необходимое. Картошка 9 лир. Картошка 9 лир за килограмм. Лук 9 лир. Перчики по 44. Я обычно в А101 покупаю. Они там более-менее нормальные. Кстати, вот 33. Там 29. Здесь за килограмм, там, конечно, 400 грамм, но они там такие в упаковках, короче. Килограмм помидоров 32 лиры, на ветке 39 лир, морковка 24 лиры, лимон 79, кстати, сейчас не сезон, лимон дорогой. Бананы 49, но здесь, говорю, не очень, короче, я бы не брала. Вот здесь вот, если я сейчас втиснусь, не знаю, смогу я вам показать или нет, оливки. Допустим, 500 грамм темных оливок у них. И это оливки, и светлые это оливки. Ну вот где-то вот, смотрите, 400 грамм 59 лир стоит, 500 грамм 74 лиры, 79 лир. Короче, цены вот такие вот. Там осталась нутелла, 750 грамм, 139 лир. Ну и разные другие, конечно, эти пасты. Давайте вам дальше покажу сыры. Сыров тут просто куча. Я, наверное, никогда в жизни в своей не ела столько разных сыров. И примерно уже разбираюсь, вот что почем. И давайте покажу наши любимые сыры. Дети обожают, и мы сами очень любим вот такие сыры. 250 грамм, 72 лиры. Смотрите. Чубук. Чубук обычно называется. Пионер чубук-лара. То есть они реально, короче, в воде такие, как палочки, плавают. Очень вкусные, безумно вкусные. Кстати, есть такой же, получается, столько же стоит, но вот как шарики моцареллы, тоже безумно вкусные. Очень люблю. Дети обожают просто их. Кстати, и пиццу можно кинуть, они расплавятся. Вот, плавленые сыры есть. Вот 180 грамм.
49 лир. 300 грамм 39 лир, кстати, вот недорого. Такие вот в ломтиках покупаем мы обычно, тоже там что-то в районе 28 стоят они. Короче, вот такие вот плавленые есть. Потом, короче, смотрите, вот это вот сюзме, это наподобие сыра фета. Вот. Потом еще есть то же самое, но написано тазе. Вот, тазе. Это тоже наподобие фета. Если вы хотите наподобие брынзы, то вам нужно покупать вот бияс пейнир. Но чтобы не было слова сюзме и тазе. Вот это вот запомните. Если сюзме или тазе слово есть, то это как фета. А как брынза, это вот просто бияс пейнир. Очень вкусный, кстати, сыр. Очень-очень вкусные все сыры. Вот реально говорю. Дальше каймак. Да, ну как вот для хлеба, короче, с маслом. Типа сливки как взбитые, да, 59 лир 200 грамм стоят. Есть вот такие 150 грамм. Я не знаю, чем, конечно, они. Я и это пробовала, и это пробовала. Они как будто одно и то же, но разница в цене есть. Лира разница. Но по граммам здесь 150 грамм. Что еще? Сыров куча. Смотрите, вот такие сыры есть. Ну, это все тазе. Типа феты, короче. И здесь есть разница в том, что там яглы это жирные, а ярым яглы это, короче, ну, менее жирные. Вот. И так, сливки еще. Сливки стоят, ну, обычно сливки 39-40 лир стоят для готовки. Здесь цен нету. Так, пока я тут открывала, все запотело. Есть такие обычные твердые сыры. Вот. На днях начала покупать я вот такой сыр. Мне он тоже понравился. Вот такой. Сейчас скажу, как называется. Диль-пенири. Тоже детям нравится. Вот. Потом я люблю для пиццы, для всяких там, чтобы, я не знаю, там, накрошить сверху, дать, когда готовишь что-то. Это вот этот вот сыр твердый. Кашап. Нет. Тулум пенири. Вот. Либо иски кашап бывает. Это пармезан. Так, найду, покажу. Иски кашап. Короче, он, наверное, с этой стороны. Либо его, короче, купили. Ну, в общем, ладно. Есть еще вот такой 1200, да, уже в ломтиках, смотрите. Для бутербродов 285 лир. Есть вот 500 грамм, тоже в ломтиках 500 грамм, 129 лир. И кефирчики, да, вот кефирикс 250 миллилитров, 22 лиры. А вот такие вот есть кефирчики. Такие кефирчики. Есть кофе холодный, 23 лиры. Мокка 21 лира. Молоко, вот, кстати, молоко самое какое нужно покупать, это вот такое вот, оно быстро портится, и значит нет консервантов. 3,1%, 39 лир. Вот, пока не буду ничего брать, потому что, ну, тяжело снимать. Вот, кстати, кефир литровый, 53 лиры. Тут же всегда напитки стоят какие-то. Вот. И далее. Так, здесь пудинги всякие, йогурты. Вот мы раньше, когда только отдыхать приезжали, всегда вот такие йогурты покупали. Сейчас нет. Сейчас мы не покупаем таких йогуртов. Мы берем всегда обычный натуральный йогурт. Вот здесь милкшейки продают. Кто любит Киндер Пингви? Мы сначала вообще прям с ума сходили, постоянно покупали, когда он стоил 3 лиры. Сейчас он стоит 13 лир. Вот такой 10 лир. Просто я помню, когда я уезжала из России, такой вот ломтик мы покупали за 60 рублей один. Когда мы сюда приехали, он стоил 3 лиры. Конечно же, мы там обжирались просто его. Постоянно к чаю покупали.
Когда мы приехали сюда, цены были удивительные просто. Я прям офигевала. Можете даже самые старые ролики открыть, посмотреть и сравнить цены. Там просто даже вот элементарно курица 30 лир было. И вот такой йогурт мы покупаем. Всегда берем 4%. Вот, 4%. Это вот наподобие такого. И берем, так, получается, килограмм. Килограмм стоит, или это, подождите, это 1,5. В общем, килограмм стоит 48 лир, 49 лир есть. И еще один лайфхак. Некоторые здесь живут всю жизнь и не знают сметаны. Покупают в Мигросе дорогую сметану. Каймаксыз, или нет, каймаклы. Йогурт – это сметана, друзья. Вот, если что, это сметана. И вот это вот тоже сюзме йогурт. Нет, подождите, каймаклы йогурт, ну тоже наподобие сметаны. Но вот сюзме йогурт, вот это прям настоящая сметана. 7-8%. Если то это, короче, сметана. Еще бывает 9%, она еще вкуснее. Это прям вообще вкуснотища. Вот 1,5 килограмма 53 лиры. Короче, йогурт здесь очень вкусный. 2 килограмма вот есть за 72. Но берите 4%, если что. Короче, цены на йогурт хорошие. Дальше. Что здесь? Сыры опять такие. Сыры, айранчики. Айран – это тоже отдельная тема. Обожаю айран. Короче, если брать вот такую большую упаковочку, вот всю, да, 190... Нет, это не то. Где цены? Нет, здесь по упаковкам не продают. Здесь поштучно 6 лир, короче. И 7 лир. Вот, есть побольше, есть поменьше. Поменьше 6 лир, побольше 7,90. Айранчик, короче, такой вот. Здесь еще есть вот такой вот сыр. Вот такой вот. Кому интересно. Я еще ни разу не пробовала. Говорят, вкусный. О, смотрите, что это. Что-то типа портокал, мандарин. Типа какого-то сока. Так, ну и маргарин. Вот давно уже не снимала вам цены, и сама даже, если честно, многие продукты как будто первый раз смотрю с вами. Маргарин 19 лир, 250 грамм. И, конечно, сливочное масло тоже подорожало, килограмм 279 лир. Вот это 82%. Вот, здесь всегда 82%. Все остальное не буду показывать. Это, короче, готовая еда. Так, колбасы. Колбасы можно взять вот такую вот палку. Хинди. Это индейка. 65 лир, 500 грамм. Более-менее что-то похожее на колбасу. Но вот такие вот, это жесть. Это не свежее, во-первых. Его нужно жарить. И это очень острое. Поэтому, не знаю, везите с собой колбасу, кто, если хочет сюда приезжать. Потому что здесь особо... Ну, можно найти, можно. Есть русские магазинчики всякие. И вот наподобие вот этого тоже на наши похожи. Вот такие. Но они очень дорого стоят почему-то. 60 грамм, вот совсем чуть-чуть тут. Они такие тонкие-тонкие. 16 лир стоят. Есть дороже, вот 22 лиры. Но здесь, конечно, консервантов, друзья. Я вам скажу, консервантов здесь много. Но приходится иногда покупать. Там на пиццу, туда-сюда. Но здесь еще выбор в шоке. Колбас не очень. Вот у вас 101, в Мигросе колбасы есть. Потом я люблю очень сильно делать деткам мороженое. Я покупаю вот такие 10 штук. 13 лир стоит. И делаю мороженое, кстати, возьму обязательно. Мороженое здесь, потому что дорогое, тоже очень дорого стало, хотя оно стоило сущие копейки. Ну вот, допустим, 650 миллилитров, 134.
100 миллилитров 25, это что? Ну, обычно вот, смотрите, цены, как бы 139, 149, 169, там 119, короче, цены такие. Дома лучше. Вот взял сливки. У меня, кстати, тоже ролики есть, где мы делаем. Взбил их, добавил какие-то там фрукты, либо шоколадную пасту. И мороженое готово. Короче, здесь в холодильнике. А колу там вот это все продают. Что? Эти пошли. Я не буду показывать сегодня хозяйственные. Так, опять-таки, фу, прям воняет арбузы, короче, провоняли, похоже. Мороженое опять. А раньше, кстати, вот это мороженое Магнум вообще дешево стоило. Всегда покупали, помню, в Турции. А сейчас вообще даже невыгодно покупать. Ну, давайте скажу, сколько стоит. Здесь, кстати, цены нету. Сейчас вот сюда пойдем. Магнум, скажу, сколько стоит. Если оно здесь есть, если оно здесь указано. Похоже, даже не указано, представляете? Магнум. Угу. Нет цены. Не зря я, короче, прошла мимо. А там нет цены вообще. Вообще ничего не указано. Короче, отдельно Магнум поставили. Видать, отдельно дорогое мороженое выставили. Магнум и Карт Дор. Цены нету. Короче, вот так вот. Ладно, идем дальше и смотрим цены сегодня на продукты. Вот кофе. Обычно покупаем, его, кстати, нету. Закончилось. А, нет, вот оно. Кронат. Обычно я беру всегда Кронат кофе. 119 лир. Но я хочу попробовать ватами еще кофе. Там оно типа покруче, говорят девочки. И еще мы покупаем... Короче, зелененькая такая упаковка. Она бывает по акции. Похоже, закончилась. Бывает, короче, такая вот в мягкой упаковке. Якобс тоже зелененькая. Это вот Кронат, а тот Gold, что ли. 69 лир стоит. Ну ладно. Кофе посмотрели. И чай. Чаи, друзья. Килограмм чая 102 лиры. Есть за 199 лир. Чай здесь разнообразие чаев тоже очень много. Но здесь, конечно, вот в шоке не совсем много видов представлено. Но цены, как бы, да, тоже очень отличаются. Все разные. А если в пакетиках вот Lipton Earl Grey, да, то, что нам более-менее знакомо, стоит 59 лир. 25 пакетиков. А если 100 пакетиков, 144 лиры. А если так брать, 500 грамм, 112 лир. Короче, вот такие вот цены. Есть вот ромашка в пакетиках, какие-то там травки в пакетиках. Тоже вот 20 штук пакетиков, 44 лиры. Вот такие вот цены. Есть вообще 500 грамм чая. Вот такого вот. 57 лир. Ну, турецкий чай нужно уметь заваривать. Об этом я тоже рассказывала и не раз в предыдущих роликах. Еще расскажу. Так, смотрите. Сахар. 2 килограмма сахара 69 лир, 5 килограммов 164 лиры. И если такое брать, что-то здесь дороговато. Это что? Тростниковый, что ли? Темный какой-то. 52 лиры написано. Ну вот, примерно такие, короче. Обычно вот 500 грамм или килограмм даже сахара. Вот, 40 лир. Похоже, закончился вот здесь вот. 40 лир, короче. Но не такая цена. Ладно. Всякие вот для пудингов, короче. Что? Давайте посмотрим. Ванилин. Все, наверное, пользуются. 15 штук. 24 лиры. И здесь, кстати, вот всегда вот так вот идет. Далее. Майя, друзья. Майя — это дрожжи. Не путайте. Когда я только-только приехала, я, короче, купила вот это. Кабарт-матозу. Я думала, это дрожжи. Открываю, это, оказывается, разрыхлитель.
и 15 штук разрыхлителя 34 лиры. А дрожжи это Майя. Кстати, здесь еще и купальник Майя называется. А нет, Майо. Так, 3 штуки по 10 грамм, 19 лир. Далее, друзья, далее. Вот Ирмик. Это, короче, Ирмик это наша манная каша. Но просто немножко покрупнее помол. 12 лир стоит. Мука 2 килограмма. Это цельнозерновая, 61 лира. А 5 килограмм 69 лир обычной муки. 2 килограмма обычной муки 26 лир. Вот. Что здесь? Здесь всякие приправки, даже кнор есть. Я обычно покупаю куркуму. Вот. 13 лир стоит. И катаю шарики утром натощак с водичкой запиваю куркуму и ним. Про это тоже я рассказывала. И много роликов. Почему, для чего. Ну, это полезно, короче. Ладно, давайте дальше идем. Кетчупы. Кетчупы. Здесь мы не покупаем ни майонеза, ни кетчупа. Мы берем без консервантов в А101 кетчуп. А майонез в Биме берем. Там он вкусный. Короче, по 9 лир стоят эти макароны. И, наверное, сразу видите разницу, да? Макароны, друзья, ну и вообще как бы многие продукты в Биме, в А101 и в Шоке намного дешевле, потому что в Мигросах макароны уже вот такие пачечки, там 20 лир, 30 лир. Здесь, конечно, есть и подороже немножко, вот Барилла 36, да, но Барилла это известная фирма, они везде. Либо там вот из цельнозерновых есть макарошки 22 лиры. Вот эти, кстати, макароны я люблю, очень вкусные. 9 лир написано. Вот, нижние. Короче, вот такие вот цены в сетевых. В сетевых выгодно покупать. Ну ладно, давайте скажу. Кетчупы. Килограмм кетчупа 44 лиры. Килограмм майонеза. Майонез где? Не написано. Ну, тоже, наверное, в районе этого. Рис. Кстати, одноразовые пакетики по 8 лир. Кто любит супчики. Вот такие вот есть гурме. Остренькие. По 18 лир. Рис килограмм 29 лир. Смотрите, какой хороший рис. Цельнозерновой. Ой, круглый или как он там называется. Килограмм 53 тоже. Смотрите, какой крупный, хороший. Есть и за 65 килограмм. То есть надо выбирать. Здесь вот акция, написано 2,5 килограмма. Тоже очень крупненький такой рис. 105 лир стоит. Есть длиннозерновой. Ну да, вроде круглозерновой, значит, правильно сказала. Басмати вот такой есть, но цены опять-таки нету. Короче, еще что? Что еще? Гречки, короче, здесь не продают. Продают ее в Каррефуре и Мигросе. Есть вот... где цена? Чечевич, Кормоза. Да, чечевица 34 лиры стоит за килограмм. Чечевицу я люблю, постоянно супы готовим. Дети очень любят чечевичный суп, поэтому чечевица недорогая. Куфтелик булгур, они делают, короче, котлетки вот с этим куфтелик булгуром. А мы раньше на молоке с утра кашу варили. Ну, это булгур. Просто дробленый. Кстати, очень было вкусно. Давно не варили. Килограмм 18 всего лишь стоит. Фасоль. Белая фасоль. Килограмм 59 лир. Нут. Килограмм 51. Что это? Фасоль красная получается, что ли? И чечевица зеленая. Смотрите.
Проращивать, кстати, говорят, хорошо. Килограмм 59 лир. Кукуруза 500 грамм 15 лир. Это у нас этот, ну, как она называется здесь? Будай 20 лир. Ну, короче, ладно. Что это? Это этот... Смотри-ка, все забыла, а. Как он называется? Из него тоже, кстати, правильное питание делают. Я раньше делала. Все вылетело из головы. 500 грамм 29 лир. Короче, очень много всего. Вот такие вот макароны в больших пачечках есть. И опять здесь идет хозяйственные товары. Товары по акции. Ну и в основном все это я вам уже показывала, друзья. Давайте растительное масло покажу. Растительное масло и покажу оливковое масло. Литр оливкового масла 227 лир. Есть за 243 лиры натураль сезме. И обычные вот такие вот литровое растительное масло 51 лира. 2 литра 97 лир. Потом соевый соус обычно покупаем, цены нету, ну где-то 39 лир, наверное. И вот такие вот соусы из гранатовые соусы 250 миллилитров 79 лир. Уксусы по 19 лир, есть яблочные, лимонные, виноградные даже. И кукурузка 3 упаковки по 200 грамм 61 лира. Потом вот такие вот маленькие совсем 3 штуки. Тунец по 75 грамм 119 лир. Мы тунец обычно покупаем вот наподобие. Большие 2 консервы 160 грамм 89 лир. И паста обычно я всегда вот такой жестяной беру. 39 лир стоит 830 грамм. Ну, короче, она здесь очень вкусная. Томатный сок, кстати, из нее делать очень вкусно. Ну, вообще, как бы, она быстро портится, значит, без консервантов. Хорошая паста. Ну и детское питание давайте быстренько покажу, потому что я помню, кто-то у меня писал. Но это было, конечно, давно, может, вы уже приехали. Вот, если приехали, напишите, как вам здесь. Детские печенья 24 лиры. Килограмм 110 лир. Пюрешки 23 лиры. Кашки 145 лир. 400 грамм. Смеси по 155 лир. Вот это тоже смеси 249 лир. 1 плюс. 6-9 месяцев. 6 месяцев. 0 плюс. Кашки 35 лир 200 грамм. И все. На этом, друзья, на сегодня. Я пошла покупать себе продукты домой. Ну, как-то так. Пишите свои комментарии, как вам вообще цены. Ну что, друзья, я уже дома. Вот такие вот цены нынче. Пишите, дорого это для вас или нет. Там еще при выходе есть акция. Бывает такое, то, что там выгодно покупать. Вот на выходе в Шоке бывают всегда акции. И на этом все. Пишите свои комментарии. Всех люблю, всех целую. Всем хорошего дня. Пока.